Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду с Wildberries, которую я там больше никогда бы не купил. Вы спросите почему? Смотрите внимательно видео и узнаете все подробности. Выбираем продукты. Интересно, что за подарочные наборы продуктов. Выбираем самое дешевое. И у нас сразу же какая-то пробка выскакивает. Странно, что за подарок пробка. Ну и вот здесь мы видим еще какие-то снеки, иероглифы китайские. Стоимость снека 72 рубля. Добавлю в корзину. Получил я эти снеки. Упаковочка малюсенькая, но вроде бы не просрочка, изготовлена в августе 2024 года, срок хранения 5 месяцев. В составе написано, что эти снеки сделаны в основном из пшеничной муки, ну и также специи различные добавлены. Изготовлено в Китае. Сколько масса этого пакетика, я так и не нашел информацию, но масса очень маленькая. Открыл пакетик, и вот сразу же видны эти снеки, какая-то малюсенькая тоненькая соломка. Вот и все содержимое этого пакетика. Какие-то макаронинки, я думал, они будут какие-то хрустящие, очень все жирные, и они мягкие. Какая-то, в общем, как вареные какие-то макарончики мелкие. Жира тут, конечно, огромное количество, все просто нереально супер жирное. Попробовал, могу сказать, что по вкусу это полная фигня, абсолютно не стоит своих денег. На 70 рублей эта хрень не тянет, по-другому не могу назвать. По сути дела, это макароны и есть. И добавлена куча специй. Сахар добавлен, этот перец чили, немножечко такой остренький вкус. Запах непонятный. Я бы даже сказал, что пахнет как-то неприятно. Какими-то лекарствами, в общем, пахнет. Запах очень странный и точно такой же странный вкус. В общем, ничего вкусного здесь нету, только зря деньги потратил. Заглянем в бакалею. И здесь интересно посмотреть, что за готовые блюда. Здесь я нашел какой-то рис жасмин из Индии. Стоимость 74 рубля. Ну что ж, вроде он уже как готовый. Ну давайте попробуем. Eat Regal. Жасминовый рис. Масса 250 грамм. Есть информация на русском языке. И в составе рис жасминовый, лимонная кислота и масло подсолнечное. Перевод здесь не совсем правильный. Написано не рафинированное подсолнечное масло, а рафинированное подсолнечное масло. Ну и опять мне прислали просрочку. Сколько бы раз я не заказывал продукты на Wildberries, всегда приходит стабильно, всегда приходит просрочка. Здесь дата изготовления еще в 2022 году. Уже 2 года прошло с момента изготовления, срок годности 18 месяцев. Срок годности уже давным-давно вышел. Изготовлено действительно в Индии. Здесь вот написано, что 13 мая 2024 года был последний день годности. Этот день уже давно прошел, так что, в общем, есть, я думаю, уже это нельзя. Ну и давайте хотя бы посмотрим, что это такое за рис. Из Индии нам прислали. Наверное, индусы должны знать толк в рисе. Посмотрим, в общем, что за жасминовый рис. Запах от этого риса идет не очень приятный. И он так слежался, прям в какой-то кирпич превратился. В общем, есть такой кирпич, нету ни малейшего желания. Даже если бы он был бы не просроченным, все равно бы есть его особо не захотелось. Никакого жасминового запаха не ощущаю. Почему он жасминовый, непонятно. В составе жасмина тоже не было. Попробовал немножечко этого риса и сразу же выплюнул, потому что вкус тоже отвратительный. Даже не потому, что это просрочка, а просто вот он так приготовлен. Я не знаю, индусы любят, что ли, такой рис есть. Почему вот его так готовят, что он абсолютно несъедобный. На рис даже это не похоже абсолютно по вкусу. Какая-то субстанция непонятная, как какой-то стиральный порошок. В общем, и просрочка несъедобна, деньги на ветер. В общем, второй раз, естественно, я бы такой не стал заказывать. Посмотрим, что будет в консервации. Здесь я нашел самое дешевое, это паштет нежный из печени кролика. Такой паштет я еще ни разу не пробовал, стоимость 66 рублей. Давайте попробуем. Паштет нежный из печени кролика, масса 90 граммов. В составе мы видим не только печень кролика, есть еще и грудинка свиная. Также есть еще и шкура свиная и филе кролика. Срок годности у этого паштета очень большой, целых 3 года. Изготовлено в городе Владимир. Торговая марка «Великан». Про такую торговую марку я еще ни разу не слышал. Запах от этого паштета идет нормальный. Посмотрим на консистенцию. Консистенция тоже нормальная, не жидкий паштет. Попробуй на вкус. Вот так вот его попробовал и могу сказать, что это не самый вкусный паштет. Не знаю почему, либо потому что печень кролика не очень вкусная, или вообще он так приготовлен.
Но паштеты я пробовал и гораздо вкуснее, и они были даже дешевле. Сейчас намажу паштет на хлеб. Может быть, на хлебе он будет как-то повкуснее. На хлебе этот паштет мне понравился больше. Вместе с хлебом вкус уже более приятный. Но все равно, конечно же, паштеты есть и повкуснее. Даже вот и за эту цену и подешевле. В общем, можно найти паштеты, и на Wildberries нету смысла его заказывать, потому что в магазине можно найти не хуже. Паштет из гусиной печени ничуть не хуже. Еще я здесь нашел мясо цыпленка в собственном соку. Тоже вроде бы как и недорого, стоит 99 рублей за банку. Банка 325 граммов, такая, в общем, нормальная. Ну, давайте тоже попробуем. Получил я это мясо цыпленка. Состав хороший и полностью натуральный. Дата изготовления 8 июля 2024 года. Свеженькая. Изготовлено в Рязанской области. Поселок Гусь Железный. Открыл баночку, и запах идет нормальный. Посмотрим по густоте. Действительно, особой жидкости я здесь не наблюдаю. Переложил в тарелку, и теперь можно более хорошо рассмотреть, что здесь находится внутри. Много ли мяса, много ли здесь костей. Действительно, вот мясо присутствует, но еще также есть и желе. Но желе тоже не очень большое количество. Вроде бы даже так и неплохо по качеству на внешний вид. Попробуй на вкус теперь. Визуально сразу не заметил, но когда стал пробовать, сразу же ощутил, что здесь огромное количество костей. Такое ощущение, что большую часть мяса срезали, куда-то, в общем, пустили на другое производство, а вот все остатки и кости вот на эти вот консервы пустили. Есть практически невозможно, потому что одни сплошные кости. Вот так вот я вилкой сначала потыкал, вроде нету костей, но вот когда стал пробовать, ну, одни сплошные кости вообще есть невозможно. Они, конечно, хоть и мягкие, но все равно вот и здесь куча огромная мелких каких-то костей. И я думаю, что для такого качества цена завышена, потому что продавать кости за 100 рублей, ну, как бы, это такое дело не очень хорошее. Тут и хрящи, и кости, в общем, все отходы производства сюда сложили в эти баночки, закатали и теперь продают типа как мясо в собственном соку. И чувствуется, что мясо не доложили, потому что, когда покупаешь действительно в собственном соку цыпленка, там мяса гораздо больше. Здесь одни сплошные кости, второй раз не заказал такие консервы. Еще нашел кашу перловую со свининой. Это Бобровский мясокомбинат. Продукцию этого мясокомбината я еще не пробовал. Давайте тоже закажем. Стоимость 117 рублей. Попробуем. Пришла эта каша. Здесь еще вот такой штампик типа по ГОСТу сделано. Масса 340 грамм. Банка пришла с огромной вмятиной. По крайней мере, не просрочка, свеженькая дата изготовления. Состав полностью натуральный. Изготовлено в Воронежской области, город Бобров. У банки есть ключ, удобно открывать. Давайте посмотрим, что будет внутри. Ну и сверху мы сразу видим, что вроде бы такой тут слой тушенки. Сейчас переложу все в тарелочку, и уже будет более понятно, чего сколько здесь лежит. На внешний вид кажется, что это даже не перловая каша, а гречневая. Наверное, потому что с тушенкой все перемешалось и, в общем, покрасилась от тушенки эта каша. Разогрел я ее в микроволновке 1 минуту. Каша разогрелась. Так, на внешний вид вроде бы жира немного, в составе был жир свиной. Визуально жира вроде бы и незаметно, но во вкусе он уж очень сильно ощущается. Жира тут приличное количество. Также визуально такое ощущение, что тут много мяса, потому что даже вот эта перловка стала коричневой. Во вкусе мясо особо не ощущается. Даже не знаю, что такое сделали, чтобы цвет такой стал коричневый. Какие-то вот маленькие ошметочки мяса попадают, но вот чтобы какие-то кусочки более-менее такие вот мясные, этого ничего нету здесь. Единственный плюс то, что перловку сварили хорошо. Она очень такая мягкая, нормальная. Ну и также еще плюс то, что с перцем не переборщили. То есть перец вкус не перебивает. Ну, по вкусу, в общем, перловка средненькая. На 117 рублей эта баночка точно не тянет. Продавать перловку по такой конской цене, ну, это, по-моему, это вообще совести нету. Второй раз я такую не купил. До этого вот я заказывал перловую кашу на Wildberries другого производителя. Да, конечно, каша была гораздо вкуснее. Эта каша мне совершенно не понравилась. Теперь посмотрим мясную продукцию. Здесь я нашел снеки из свинины. Стоимость 85 рублей. Джоки — это сырокопченые ломтики из свинины. Попробуем. Агротек Джоки. Сырокопченые ломтики свинина. 100% мяса и еще что-то хэштег Камчатка. Состав не полностью натуральный, есть еще и консервант. Теперь понятно, почему Камчатка произведено на Камчатке. Это Камчатский край.
поселок Нагорный. Масса 27 грамм. Вот такое количество было в упаковочке. Ломтики мягкие. По сути дела, это те же самые мясные чипсы. По вкусу они мне не очень понравились, эти ломтики. Сырокопченая колбаса, она повкуснее, там еще и специи есть. Здесь никаких специй особых нету. Очень сухо, очень жестко. В общем, второй раз бы не купил, не на мой вкус сделано. Интересно посмотреть, что же здесь будет за здоровое питание такое. Самое дешевое. Ну и вот совсем, по-моему, это не здоровое питание, а суп куриный с вермишелью. В здоровом питании я нашел хлебцы, киноа, лен и розмарин. Стоимость 80 рублей. Ну, интересно попробовать, что тут будет. Получил я эти хлебцы. Доктор Кернер, киноа, лен и розмарин. Кукурузно-рисовые. Состав заклеен наклейкой. В общем, отличное место нашли, куда приклеить. Состав даже теперь особо и не прочитаешь. Сейчас попробую отклеить. Но отклеивается легко. В общем, состав можно прочитать. Состав полностью натуральный. Изготовлено в городе Челябинск. Масса 100 граммов. Достал несколько хлебцев. Сразу же чувствуется очень сильный запах розмарина. Видны зерна здесь и риса, и кукурузы. Попробуй на вкус. То, что здесь есть киноа или семена льна, этого во вкусе вообще не ощущается, потому что этого всего здесь очень мало. Но зато очень много розмарина. С розмарином переборщили. И как-то вот с розмарином вот эти вот зерна, это воздушные такие зерна, вот эти рисовые и кукурузные, они абсолютно не сочетаются с розмарином. Но мне эти хлебцы абсолютно не понравились. Если бы без розмарина, то еще было бы съедобно. А розмарин прям он очень сильно все перебивает. Если уж и добавлять розмарин, то действительно чуть-чуть, а уж не в таких огромных количествах, что и пахнет за километр от этих хлебцев розмарином. И во вкусе один сплошной розмарин. Есть в общем невозможно. Теперь давайте посмотрим категорию орехи, сухофрукты, семечки. В этой категории я нашел арахис с солью. Стоимость 73 рубля. Давайте закажем, посмотрим, что будет. Торговая марка Ермак. Упакован он 13 апреля 2024 года. Годен до 13 октября. В составе арахис и йодированная соль. Произведено в Республике Узбекистан, город Ташкент. Оттуда и отправили мне вот на Валберес этот арахис из Ташкента. Внешний арахис смотрится очень хорошо. Он не пережаренный. Попробуй на вкус. Съел несколько орешков. Арахис очень вкусный. Степень прожарки идеальная. То есть он и не сырой, и не пережаренный. С солью тоже не переборщили. Небольшое количество такой вот солености присутствует. В общем, идеальное соотношение. Не знаю точно, где выращивают этот арахис, или в Узбекистане, или в каком-то другом месте. Если вы знаете, то пишите в комментариях. Но, в общем, качество арахиса хорошее. Как вы, наверное, заметили, арахис пришел этот просроченный. Шел он ко мне целый месяц. Конечно, на Валберес покупать это всегда лотерея. Придет тебе просрочка, не придет. Как видите, просрочка приходит уж очень часто. Посмотрим, что в разделе зефир, мармелад, пастила. Самое дешевое здесь пастила фруктовая. Срок годности, правда, уже практически выходит, но ничего, надеюсь, не просрочка придет. Пастила фруктовая с бетулином. Что такое бетулин, я не знаю. Звучит как-то не очень приятно это слово, как будто какой-то бутулизм. Здесь масса 27 граммов. Пастила из яблока. Изготовитель Витатека. Состав не полностью натуральный, есть консервант сорбат калия. Ну и вот здесь вот в составе написали, что такое бетулин. Это экстракт бересты. Что он дает, даже не знаю. Срок годности уже подходит к концу, но все равно продают задорого. Я думаю, в магазине можно купить подешевле. Адрес производства — город Пермь. Внутри лежит два кусочка этой пастилы. Один кусочек как-то сломан. Видимо, повредили во время транспортировки. Довольно-таки плотная пастила. Попробую на вкус. Попробовал. Очень яблочный вкус. Немножечко кисленький. С сахаром здесь не переборщили. В общем, по вкусу все нормально. Единственный минус то, что уж очень дорого как-то это все продается. Теперь посмотрим пироги, сдоба, кексы, рулеты. Что тут у нас будет самое дешевое? Ну и вот здесь рулетик. Похоже, что он какой-то карамельный. Стоимость 85 рублей. Ну, попробуем. Получил я этот рулетик. И это действительно рулетик. Он очень-очень маленький. Производитель Аконт.
Крутил, вертел упаковку от этого рулетика, но так и не смог найти, сколько же он весит. Но мне так кажется, что совсем чуть-чуть, граммов может 25. Очень малюсенький рулетик. Состав у него практически такой же, как и у рулетов, которые большего размера. В общем, состав не очень хороший, не полностью натуральный. Изготавливается в городе Чебоксары. И в итоге мы видим вот такой вот малюсенький супер-мини-рулетик, который даже и не рулетик, это что-то плоское, видимо, при транспортировке его так вот приплюснули, в общем. Судя по разрезу, начинки здесь очень много. Написано, что это какое-то карамелизированное молоко, но на карамель это что-то совсем не похоже. Я думаю, что, ну, и он какой-то вообще прямо рассыпчатый. Я думал его опять превратить в круглую форму, но не получилось, он просто развалился. Ну, попробую, что есть. Попробовал, могу сказать, что на свои деньги этот рулетик не тянет. Он ничуть не вкуснее, чем вот продаются рулетики более большие. Они продаются вообще в 2 раза дешевле, там и масса в 10 раз больше, а стоит в 2 раза дешевле. Тут такой маленький рулетик и так дорого стоит. За что такие деньги, я вообще никак не могу понять. И то, что здесь много начинки, ну, это не очень хорошо. Начинка прям вот там что-то хрустит, какой-то песок. В общем, ничем, абсолютно ничем не лучше, чем другие рулеты. Даже самые дешевые рулеты, которые вот в магазине продают, там и состав примерно такой же, и вкус примерно такой же, все примерно такое же, только стоят они гораздо дешевле. В общем, не вижу никакого смысла брать вот такие рулетики. Посмотрим сухари, сушки, крекеры. Здесь вот из интересненького я нашел кириешки снекеты со вкусом пиццы. Интересно попробовать, что это такое. Стоимость 95 рублей. Получил я эти снекеты. Они без обжарки. Дата изготовления свеженькая. Состав здесь довольно-таки длинный, но неплохой. Он, конечно, не полностью натуральный, но нормальный. Масса 60 грамм. Изготовлено в Московской области, город Павловский Посад. Видно, что крекеры так обильно сверху покрыты либо солью, либо здесь и соль, и сразу же вот эта вот пищевая добавка, которая придает вкус пиццы. Посмотрим на рассыпчатость. Чувствуется, что они очень рыхлые, рассыпчатые, эти крекеры. Попробую. Крекеры эти очень рассыпчатые. Чувствуется, что дешевого маргарина в них не пожалели. Вкус действительно похож на пиццу, но на пиццу Маргарита. Во вкусе ощущаются томаты и розмарин. Крекеры нормальные, вполне съедобные. Но, конечно, на эту цену они не тянут. Они должны стоить, ну, рублей 50 максимум уж. Они под 100 стоят, я думаю, что очень дорого. Заглянем еще в раздел шоколад и шоколадные батончики. Здесь я нашел бонфетти. Какой-то батончик, нуга и арахис. Стоимость 75 рублей, закажем. Батончик бонфетти. Это батончик не глазированный, нуга с жареным арахисом. Состав неплохой, никаких вредных добавок я тут не обнаружил. Масса небольшая, всего лишь 25 грамм. Изготовлено в Воронежской области, деревня Богданова. Радует то, что не просрочка. Ну и вот такой батончик, очень простой. Не знаю, почему он так дорого стоит. Здесь только лишь нуга и жареный арахис. Даже сникерс можно купить дешевле, и он больше будет, чем вот эта вот фигулинка такая маленькая. Судя по разрезу, арахис пожарен здесь нормально, его не пережарили. По вкусу нуга хорошая, и арахис тоже отличный. Соотношение здесь нуги и арахиса хорошее. В общем, вкус нормальный, качество нормальное. Единственный огромный минус то, что огромная цена. Не знаю, почему так дорого, неужели они думают, что за такие деньги кто-то будет на Вайлдберрис эти батончики покупать. Мне кажется, в магазине можно купить гораздо дешевле и качество будет не хуже. Теперь посмотрим в разделе сладости и хлебобулочные изделия. Вот интересно, что за восточные сладости тут у нас будут самые дешевые. Здесь я нашел казинак из семечек. Стоимость его 75 рублей, но мне кажется, это дороговато для казинака, потому что даже в магазине можно купить дешевле, тем более, что он тут один. Ну, посмотрим. Пришел казинак. Дата изготовления август 24 года, свеженький, но он пришел разломанный. Масса 40 граммов. Состав хороший, полностью натуральный. Изготовлено в Ростовской области, город Азов. На вид самый обыкновенный казинак из семечек, ничего особенного в нем нету. Почему он стоит 70 рублей, мне абсолютно непонятно, потому что в других магазинах он, наверное, раза в 2 как минимум стоит дешевле. Почему на Вайлдберрис вот это все продается так дорого, я не понимаю, кто будет за такие деньги это все там покупать. Тем более еще очень велика вероятность, что придет просрочка. Ножом даже его особо не разрежешь, очень плотный казинак. По вкусу вполне нормальный казинак, семечки хорошие, ну конечно, когда вот очищенные семечки покупаешь, они все равно не такие, вот когда их чистишь сам.
Все равно, когда вот свежеочищенные семечки, они повкуснее. Я планировал, что на Вайлдберрисе можно купить что-то дешевле, чем в магазине, а оказывается почему-то наоборот. На Вайлдберрис дороже, чем в магазине, даже не знаю почему. Поэтому я бы второй раз не заказал, потому что слишком дорого стоит такой казинак. Друзья, пробовать ли мне еще еду с Вайлдберрис? Напишите, какую именно вы хотите, чтобы я продегустировал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!